Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня 23 мая 2026 года, город Минск. Мы сегодня будем тестировать мою новую камеру DJI Osmo Action 5 Pro. Наконец-то я купил себе что-то достойное для съемок. Мы сейчас направляемся на Брилевское кладбище. Попытаемся там поснимать могилы. Оно по левую руку. Далее по курсу храм Преображения Господня. Ну, здесь не видно через деревья. Но мы попытаемся потом его еще снять. Насколько известно, работает кладбище с 9 до 9. Если вообще попадем туда. Ну, основная цель — это, конечно, протестировать камеру, как она снимает. Снимаем 4К, 60 кадров в секунду. Итак, что у нас здесь? Что-то вроде схемы. Ну, ладно, друзья. Друзья, я обратил внимание, что здесь в заборе есть дырка. Интересно, кому понадобилось сделать дырки, если здесь рядом в 20 метрах вход. Написано, что ведется видеонаблюдение. Мне подсказали, что здесь будут, в общем-то, старые могилы какие-то. Вход закрыт на такую резинку. Итак, друзья, по идее камера должна снимать нормально и в солнечную погоду, и против солнца. Друзья, вот такие здесь могилы. Кстати, церковь, как писали на Яндекс.Картах, огородилась от кладбища забором и не хотят даже присматривать. Так кто-то писал. Вот 1924-1975 могилы. Здесь относительно свежая. Вот здесь лежит просто. Ну, вот есть старая. И есть кресты. Тоже довольно старые. Ну, вот относительно новая могила. Ну и здесь новые. Здесь и старые. Такое небольшое кладбище. Вот, друзья, камень какой-то, судя по всему, надгробный был когда-то. 1908. И дальше не разобрать. Ну, здесь 1900 какой-то. Да, хватает здесь, конечно, старых могил и крестов.
интересные возвышенности. 2 штуки, даже больше. Там дальше идут. Возможно, какие-то братские могилы. Непонятно. Вряд ли братские. Просто холмы, наверное. Мне по самому кладбищу ничего не известно. Я опять приехал на импровизации. То есть рассказать мне нечего о этом кладбище. Так что, друзья, если вы смотрите этот ролик, то пишите комментарии. Возможно, вы что-то знаете в этом кладбище. Ну, видите, здесь вперемешку и старые, и новые могилы. Насколько известно, на ютубе про это кладбище нет ни одного ролика, поэтому мне подсказали, что его можно снять в Минске. Ну вот, тоже совершенно что-то старое, заросло кустарником, а ограда поломалась. Так, идем с вами дальше. Ну вот, относительно старая какая-то могила. 1902-1972. И, друзья, это металл, судя по всему, железное. Надгробие сделано. Друзья, хватает здесь старых могил. Ну вот что-то тоже не разобрать. Ну вот эти могилы, получается, уже совсем плиты попадали, никто не ухаживает. Здесь какая-то низина, могил не видно, возможно, были раньше. Вот здесь лежит плита. А вот, друзья, погнутая ограда, возможно, падало дерево. О, ворона. Даже непонятно, может, полуворона, полусорока. Заяц побежал. Не знаю, засняла ли камера, должна была заснять. Прикольно. Зайцы ползают по кладбищам. Любопытно. Так, друзья, вот здесь плита упавшая. Вот здесь опустившийся в землю. Ну, странные холмы, конечно, эти. Можете видеть. Вот здесь тоже ушла могильная плита под землю. Друзья, мы сейчас протестируем и изображение,
и как пишет камера звук, потому что я пишу без петличек на микрофон самой камеры. Стоит стандартный шумодав, шумоподавление. Ну вот, похоже, что убирают могилки, а вон там разломанные совсем плиты лежат. Конечно, печально наблюдать такую картину. Ну а здесь плита. Но причину такого состояния мы с вами уже обсуждали в прошлых видео про кладбище, что уезжают люди, некому ухаживать. Вот к чему это приводит. Вот здесь стесанные могилы. Ну, не могилы, а плиты. Тысяча 1890-1978 могила. Пожалуй, возможно, рекордсмен на этом кладбище. А может и нет, может найдем что-то еще старше. Ну, здесь получается что-то типа дороги такой вдоль кладбища. Возможно, можно даже на автомобиле заехать. Наверное, так и хоронили. Так, идем с вами дальше, друзья. 1900-1970. Уже довольно старая могила. 1938. Ну, здесь неизвестен год рождения. Возможно, 1800-е какие-то. Вот 1888 год рождения. Так. Вот, друзья, получается относительно неплохого качества плита, но упала и ушла под землю. 1878-1886. То есть совсем молодой. Вот здесь ушла, получается, под землю плита. Вот здесь просто как валяется, как обрубок какой-то. Печально, конечно, созерцать такое зрелище. Но такова жизнь. Жил 38 лет, написано. — 1903-1956. Небольшая табличка. Ну и здесь относительно новые памятники. От родителей. Разломанный обелиск. Ну, старые кресты, даже не подписанные. Возможно, были когда-то подписаны таблички. Может, упали или стерлась. Но здесь цветы растут, судя по всему. Кто-то убирает, ухаживает.
Не мешало бы таблички повесить. Что, друзья, пойдем снимем здесь, и потом в обратную сторону. Здесь все заросло. Вот мощный обелиск из железа. Судя по всему, внутри полы 1956-1977 годы. Интересно, я не слышал, чтобы делали, получается, эти памятники из металла, из железа. Друзья, смотрите, здесь обгорожено таким шиферным забором, а ниже идет маленький заборчик. Судя по всему, родной забор от кладбища, ограда такая. И, видимо, он был по всему периметру, что здесь еще осталось. Как видите, пни на земле. Убирали деревья. Возможно, здесь еще будут хоронить. Ну вот, маленькая плита тоже ушла под землю. Ну и здесь уже тоже не разобрать, получается, ничего. Переломанная плита. Оградки вообще много решают. Сохраняются памятники и могилки. Так, друзья, идем с вами далее. Ну, здесь, видимо, тоже убирают. Поросло цветами. Новые памятники. Так, идем дальше. Крест без надписей. Вот здесь ушла могилка под землю. Здесь кресты с надписью. Там вот с надписями 1800, по-моему, 87. Кс-кс-кс. Черный кот. Кс. Убежал. Ну и здесь относительно новые могилы. Ну вот, тоже старая, 1908-1975. Ну и рядом могилка, но видите, нету памятника. Ну вот обелиск и табличка относительно новая. Люди позаботились. Да, друзья, когда переезжаешь с одного города в другой жить, остаются могилы родственников в предыдущем городе, где ты жил, откуда ты родом. И уже как-то не до могил. Хотя, конечно, не стоит забывать про могилы предков. Нужно хотя бы раз в год ездить убирать их. Лучше памятник, чтобы стоял.
Так, друзья, ну мы прошли, получается, с вами все кладбище. Посмотрели здесь могилы, будем возвращаться. Просто пройдем через центр. Ну вот крест, получается, есть уже металлический с какой-то табличкой. Память детей. 1877. Тоже относительно старая могила. 1889. 1899. Вот металлический крест. 1887-1931. Ну, здесь ограда и крест, видимо, ставились относительно недавно. Не знаю сколько, но выглядит как бы новыми. Позаботились родственники. Интересно, что здесь за холмы все-таки? Друзья, напишите в комментариях, если знаете. Я знаю, что на ютубе нет, получается, видео про это кладбище, и мое видео должно быть первым. Пускай оно такое дилетантское, но зато будет. Это интересно, что зайцы живут на кладбище, бегают. Ну вот от внуков получается памятник и оградка. Здесь просто оградка, даже не видно могилки. Здесь тоже. — 1884, 1969. Тоже старые кресты. Вот, получается, не подписанные. Жил 19 лет. Ну там кресты не подписаны. Подписаны дальние. Ну, здесь стесанная плита. Интересно, куда убежал заяц? Какие-нибудь кусты из этих спрятался. Ну вот плита отломана сверху, стесана. Но еще можно разобрать, что написано, и судя по цветам за ней смотрят. Но памятник, конечно, было неплохо обновить здесь. Так, друзья. — 1893-1969 годы жизни.
Так, ну мы уже вышли, получается, к самому входу, к началу. Вот такое небольшое кладбище. Координаты оставлю в описании. Но еще хочется снять храм Преображения Господня. Дойдем поближе, снимем. Друзья, снимаю против солнца. Это немыслимая роскошь для моей старой камеры. Так что теперь съемки должны быть намного лучше и качественнее. Возможно, святого храма снимать нельзя, поэтому будем закругляться. Такой ролик у нас сегодня получился, друзья. Оценивайте качество камеры в комментариях. И до новых встреч.